Всем привет! Сегодня возьмемся за этот шкаф. Так я его увидела впервые в жизни, когда покупала этот дом 8 месяцев тому назад. И давайте его приведем в порядок и сделаем его необыкновенным в моей любимой стилистике. Как видите, это в принципе советский шкаф, которому нету сноса, но все-таки придется немножко его подлатать и переделать под мои вкусы. Первым делом убираю полочки, мне нужно его вымыть внутри. И как вы видели, я с соседом и с мужем вытащила еще второй шкаф на переделку, но его покажу уже в другом видео в следующий раз. Я буду перекрашивать шкаф, но внутри не буду его трогать, только очень-очень хорошо отмою. У этого шкафа много было недочетов, в основном они все мелкие, я на них не буду обращать внимания, все-таки это старый шкаф, но вот эти вот ямочки, я даже знаю, откуда они взялись. То есть, когда шкаф открывали, то именно эта створка ударялась об кровать, которая стояла по правую сторону, и я уже эти ямочки зашпаклевала и аккуратно наждачкой зашкурила. Вообще я хотела бы больше уделить внимание этому шкафу реставрации и хотела бы, возможно, снять этот лак, потому что он много где потрескался, но у меня была гонка со временем. Все это дело я делаю в августе. И у меня, как видите, два шкафа в переделке, и постоянно идет по ночам дождь. Мне приходилось накрывать вот так шкафы и очень быстро стараться переделывать их. То есть я как-то вот, знаете, до этого все нормально, занималась переделками других предметов. Но когда дошло дело до шкафов, пошли дожди. Вот прямо, вы знаете, как специально. И мне очень было тяжело все просушивать, надо было ждать много времени. Но в любом случае я это сделаю, несмотря ни на что. В общем, вооружаюсь я White Spirit и протираю и снутри, и снаружи. И еще заранее прошу прощения за то, что у меня камера будет все время слепнуть. Из-за того, что здесь идет отражающая поверхность и очень яркое солнце. И время от времени фокус в камере будет теряться. Ну, я думаю, что все равно будет видно, что я делаю и в какой последовательности. Значит, сейчас я взяла неразбавленную грунтовку. То есть она достаточно густая, ее очень тяжело было размазать, потому что она очень быстро подсыхала на поверхности. И действительно было тяжело ее именно распределять хорошо по дверям. Ее мне хватило, этой банки, ровно на эти створки, где больше всего лака. То есть бока шкафов я не обрабатывала грунтовкой, там я сразу буду наносить краску. Что интересно, я не шлифовала двери ничем, то есть вот обычно я шлифую, но тут я решила, что время дороже. И тем более это не кухонный шкаф, часто створки я не буду трогать, и если буду трогать, то строго за ручки. Поэтому я подумала, что вероятность того, что сколется краска, очень маленькая. То есть я только на столах сильно подготавливаю поверхность, а вот шкаф решила не сильно вымучивать. И смотрите, после того, как я прогрунтовала и все высохло, я немножко подшкуриваю поверхность. Видите, здесь какие-то плевки образовались, и это все нужно выровнять. И чтобы створка постоянно не открывалась, не закрывалась, так как шкаф стоит под наклоном у меня во дворе, я подцепила проволоку и теперь могу работать с дверями, и тем более они несъемные. Хотела рассказать про тот лайфхак, который везде рекламируют, что типа лоток для краски нужно обернуть пищевой пленкой, и типа этот лоток потом становится многоразовый. Вот знаете, теряется вся идея этого лотка. То есть я пробовала таким лотком обмотанным красить, бесполезно, неудобно. В общем, лучше я выкину этот лоток и потом куплю такой же, чем буду мучиться с покраской. Ну, его сложно будет отмыть на самом деле, даже White Spirit, потому что, видите, там идут такие ячейки.
благодаря которым и получается тоненький слой наносить на любые поверхности. И вот таким образом я прокатываю валик заранее и только потом начинаю наносить краску. То есть я могу на шкаф нанести 3 слоя, 4 слоя, но чтобы все слои были тоненькие. И я взяла максимально широкий валик для скорости работы. Крашу я масляно-фталиевой эмалью. Ну, вы все знаете, что это моя любимая краска, которая доступна мне здесь, в Кишиневе. И сейчас покажу, как я прокрашу весь шкаф с наружной стороны, и двери, и боковинки. Ну, как я уже говорила, внутри я его не буду красить. Что такое не везет и как с этим бороться? То есть только я покрасила шкафы и, что называется, легла спать в надежде, что все будет нормально. Вроде бы и небо было звездное, но все равно под утро пошел дождь. И вот сейчас покажу дефекты, которые случились после него. Вот в этом месте угол вот так вот сморщинило. Потом прямо возле ручки, видите, отошел шпон от шкафа. Еще там в одном месте лопнул лак сверху, но я уже не трогала. То есть уже все покрашено. Что делать? И видите, все инструменты у меня намокли, в том числе и малярные скотчи. Чтобы оформить красиво и интересно шкаф, я буду вдохновляться вот этой портьерой черно-белой. Когда-то она висела у меня на съемной квартире, где мы раньше жили, в спальне. И вот эта же портьера будет потом висеть в этой комнате, где я монтирую видео, где будет стоять шкаф. И для этого я хочу отзеркалить вот этот черно-белый элемент. Ну и, соответственно, потом добавлю желтого. И на самом деле я не очень знаю, как это делать, поэтому весь дизайн шкафа – это полная импровизация по ходу действия. Я когда-то на одной табуретке делала вот эти черно-белые зигзаги, и там сложно делать вот эти четкие углы под 90 градусов. Поэтому я решила обхитрить систему и сделать такую центральную жилу. Это будет что-то вроде ствола дерева. И сейчас с помощью малярного скотча будем делать ветки. И уже посмотрите, что в конечном итоге у меня получится. Let's go. Так как меня никто не учил делать такие разметки, вот что я придумала. Посередине центральной жилы нужно ставить одну точку
И потом делать одинаковое расстояние между следующими. Ну, например, там 15 сантиметров, 17 сантиметров. Уже сами посмотрите, как вам удобно. И точно такие же разметки вы делаете и по бокам, допустим, двери. И уже сам скотч приклеиваете прямо снизу вровень с меткой. Главное, придерживайтесь всегда одного и того же расстояния, что по бокам, что по центру. И тогда не будет особо смещений и каких-то перекосов. То есть вы один раз сверху делаете какой-то угол, который вам нравится, то есть какого рода должен быть зигзаг. Я уже ориентировалась по ширине двери, то есть я сначала сделала первые практически на глаз, вот углы, вот чтобы мне нравилось. А дальше уже все по меткам, то есть я уже, видите, со скоростью звука все делала. То есть я сначала все разметила и уже нарезала кусочки малярного скотча и уже потом их укладывала как положено. Елочку я не делаю до конца, решила остановиться. И уже потом посмотрите, как я все это дело раскрашу. Что же я придумала дальше. С правой створкой я закончила. Мне теперь нужно сделать левую створку. Не хочу делать одинаково. Она будет принципиально отличаться по модели, так сказать, дизайну. И здесь не будет никаких сложных форм, все очень легко повторить. Я нашла центр створки, наклеила посередине центральную жилу, как и на первой створке с правой стороны. И потом я еще раз наклеила скотч в левую сторону 3 полоски и в правую сторону 3 полоски. Всего 7. Этот прием я уже показывала. Он нужен для того, чтобы между полосками было одинаковое расстояние, чтобы не вымерять, не мучиться, все такое. В общем, вот, правая сторона подготовлена к покраске. И сейчас покажу левую сторону. Это все. То есть сейчас вооружаюсь краской, валиком. И поехали. Кстати, на улице начинает темнеть. И мы с вами докрашивать будем в полных потьмах. Но скотч снимать будем при освещении. То есть Сережа потом принесет плафоны, все мои светильники. Вроде бы нельзя оставлять покрашенную поверхность с малярным скотчем. Его нужно в любом случае сразу снимать. И я обязательно все это покажу на камеру. Это реально самый приятный момент. Сразу понятно становится вся задумка. И ясно становится, для чего затеивалась вся эта эпопея с переделкой, с перекраской.
Ну что ж, наступило следующее утро. Слава богу, дождь не пошел, хотя все равно шкафы накрыло. Есть где-то погрешности, нужно будет обязательно еще раз пройтись, где-то кисточкой поравнять линии, где-то добавить еще пару слоев краски, например, желтого цвета. То есть краска немножко утекла и, соответственно, где-то проплешины появились, но это все решабельно. Нужно, знаете, что сделать? Покрасить ножки в черный цвет обязательно, потому что они такие немножечко покоцанные, чуть поцарапанные. Вооружаюсь губкой для посуды, одеваю перчатки и начинаю ползать даже лежа под шкафом, чтобы закрасить все хорошо. И перед тем, как показать финальные кадры, давайте починим полочки, которые тоже попали под дождь. Они немного расслоились. Сейчас я их залечу с помощью клея ПВА. Если эти полочки состарились и не будут держать все мои вещи, которые я задумала там хранить, тогда я уже нарежу из свежей фанеры такие же листы и уже вставлю их в шкаф. Кстати, у меня эти полочки двусторонние. С одной стороны черный цвет, с другой стороны будет белый. И я уже посмотрю, что мне выгоднее и какой цвет больше подходит этому шкафу. Мы не делали ремонта в нашем доме, просто убрали старые ковры, убрали все лишнее. У нас даже полов особо нету. И все, что находится в этой комнате, кроме штативов, в основном все сделано моими руками и переделано из моей мебели и из мебели, которая здесь была. И если вы видите, то все покрашено одним типом краски, то есть у меня нету разнобоя в этом плане. И что интересно, вот мне очень удобно, как сейчас все располагается, но это не значит, что оно так все и будет. То есть, допустим, в буфете у меня хранится оборудование для компьютера, в шкафу одежда для съемок, ну и какая-то праздничная, нарядная. Это у нас саманный дом, полы у нас обычные глиняные, и вот когда будем их делать, все вынесем, и потом я уже на свое усмотрение все переиграю. То есть буфет со шкафом рядом как бы смотрятся, но немного рябит в глазах. Я, скорее всего, их разбросаю по разным углам комнаты. И на самом деле это все арт-объекты, на фоне которых можно сниматься. То есть перемещаюсь по комнате, я могу менять позиционирование и менять локации, так сказать. Сзади будет немножко другая картинка. Там всегда можно что-то добавить, но получается, что в одной комнате у меня есть больше возможностей, в каких углах сниматься. В общем, давайте уже закругляться. Надеюсь, вы про шкаф все поняли. Надеюсь, вообще сама идея вам понравилась. Как у меня что получилось. То есть, серьезно, это полная импровизация, потому что время уже поджимало. И я должна была в любом случае его как можно быстрее закончить. И все, что приходило на ум, я реализовала в этом шкафу. Возможно, поменяю только ручки. А так, в принципе, я сама довольна. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всего самого хорошего. С вами, как всегда, была я, Аленчик. До новых встреч и пока.